Марина, 25-летняя санитарка с мягким взглядом и тихим голосом, неожиданно для всех с силой ударила по щеке мужчины, лежащего на металлическом столе в отделении патологоанатомии. Удар был настолько неожиданным и громким, что в помещении наступила тишина. Кто-то ахнул, кто-то выронил инструменты. Коллеги не могли поверить, что эта скромная девушка, еще вчера робко советовавшаяся со старшими, вдруг решилась на столь дерзкий и нелепый поступок. Ассистент патолога-анатома Дмитрий был потрясен. Он, как и все, знал, что перед ними лежит генерал-лейтенант Игорь Морозов, влиятельный человек, чья смерть недавно стала предметом обсуждения в прессе. По всем документам, мужчина был мертв уже сутки. Его тело поступило с полным пакетом сопроводительных бумаг, диагноз установлен, смерть подтверждена врачами. Никаких сомнений не возникало. Однако сердце Марины бешено билось. Ей показалось, что лицо мужчины изменилось, словно веки дрогнули, как будто он пытался открыть глаза. Сначала она подумала, что это иллюзия. Но прежде чем она успела оправиться от шока, тело, считавшееся мертвым, подало признаки жизни. Сначала неуверенно шевельнулась рука, затем раздался слабый хриплый вдох, и вот уже глаза открылись. В них отразились страдания и страх. Он пытался закричать, но не мог. Сотрудники в панике отступили от стола. Кто-то снова уронил металлический лоток, кто-то молча застыл. В помещении царило оцепенение. Одна из медсестер, Ольга, оторопело прошептала, что он жив. Марина инстинктивно схватилась за ближайшую каталку. Ее пальцы дрожали, в голове крутились фрагменты вчерашнего дня. Именно она принимала тело генерала, помогала его осматривать. Тогда ее насторожил легкий румянец и остаточное тепло, но она, как и все, доверилась бумажной правде. Пожилой патологоанатом Сергей Петрович, вернувшись к реальности, немедленно потребовал вызвать реанимацию. Морозов тем временем с трудом издал едва различимые слова, просил помощи, жаловался на холод. Марина, собравшись с силами, постаралась успокоить его, позвала медсестер принести одеяло. Они поспешили выполнить указания, все еще потрясенные происходящим и глядя на Марину с тревогой и непониманием. Ведь именно она ударила по лицу человека, которого считали мертвым. Пока кто-то связывался с реанимацией, охранник Владимир ворвался в морг, встревоженный слухами. Он был потрясен не меньше остальных, но получил подтверждение. Мужчина жив, его сердце бьется, пусть и слабо. Присутствующие врачи диагностировали крайне замедленный метаболизм, сходный с состоянием искусственной комы. Никто не мог объяснить, как такое возможно, но факт оставался фактом. Тело оказалось живым. Через некоторое время в отделение прибыли следователи из городского управления внутренних дел, подполковник Сергей Иванович Романов и его помощник. Им уже доложили о странном случае. Осмотрев помещение и выслушав краткие объяснения от старшего ассистента, Романов потребовал узнать, кто первым нарушил порядок. Марина призналась в содеянном и кратко пересказала произошедшее. Следователь в ответ напомнил ей о возможных юридических последствиях. Подобные действия могли быть расценены как насилие над телом или даже попытка убийства. Однако девушка уверенно пояснила, если бы она не поступила так, мужчину вскрыли бы, не дождавшись реанимации. Ее поступок, хотя и странный, оказался спасительным. Реанимационная бригада стабилизировала пациента, после чего врачи настояли на его срочной транспортировке под охрану. Казалось, что все утихло, но вскоре Морозов сам попросил поговорить со следователем. В палате, с трудом выговаривая слова, он признался, что инсценировал собственную смерть. По его словам, он больше не мог выносить давление со стороны влиятельной жены, а также общую тяжесть своей роли в системе. Вместе с возлюбленной, молодой предпринимательницей по имени Ксения, они спланировали побег, нашли специалистов, способных изготовить поддельные документы,
и раздобыли препарат, способный ввести организм в состояние, имитирующее смерть. По их плану, после формальной регистрации смерти, Игоря должны были незаметно забрать из морга, и он уехал бы за границу под новым именем. Однако в решающий момент Ксения либо испугалась, либо предала его. За ним никто не пришел. Оказавшись один в мрачной тишине морга, он начал осознавать, что, возможно, это конец. Предательство стало очевидным. Перед смертью он перевел на счет Ксении крупные суммы, чтобы она могла подготовить все необходимое для бегства. Теперь стало ясно. Деньги она получила, но своего партнера оставила умирать. Пока полиция вела расследование, в отделение прибыла жена генерала, требуя встречи, но получила решительный отказ. Морозов, несмотря на слабость, дал первые показания. Он подробно описал, как в течение нескольких месяцев готовил побег совместно с Ксенией, молодой, целеустремленной женщиной, с которой его связывали не только романтические отношения, но и стремление начать новую жизнь. Он сообщил, какие суммы были переведены ей, как происходила фальсификация документов и где должен был состояться вывоз тела после официальной смерти. Полиция организовала масштабную операцию по поимке Ксении. Используя информацию о транзакциях и предполагаемых маршрутах, оперативники отследили ее перемещение. Ее задержали при попытке пересечь границу в районе международного пункта пропуска в сопровождении наемного водителя. При обыске у нее обнаружили поддельный паспорт, несколько банковских карт и наличные средства в крупном размере. На допросе Ксения сначала отрицала причастность к афере, утверждая, что действовала по указанию самого генерала, но вскоре, под давлением улик и допроса с участием следователя Романова, изменила показания. Из протоколов стало ясно, что в последний момент она сознательно не стала выполнять финальную часть плана — эвакуацию тела из морга. Возможно, испугалась, возможно, решила, что без Игоря ей будет проще распорядиться переведенными средствами. Следствие установило, что она контактировала с людьми, занимающимися подделкой медицинских и государственных документов, и использовала ложную личность, чтобы арендовать жилье в стране назначения. Игорь Морозов на очной ставке подтвердил, что именно Ксения должна была завершить операцию. Он встретился с ней в присутствии следователей. Их взгляды были полны несказанных слов. Растерянность, гнев, страх и предательство переплетались в одной молчаливой сцене. Позже Ксения признала вину по нескольким статьям, включая мошенничество, незаконный оборот средств и попытку доведения до смерти по предварительному сговору. Суд приговорил ее к длительному сроку лишения свободы. Сам Морозов, благодаря откровенности и сотрудничеству с властями, избежал тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс. Марина, чье неожиданное и решительное действие стало поворотным моментом всей драмы, получила повышение, уважение и искреннюю благодарность. Спустя месяцы история по-прежнему обсуждалась в городе. Как одна пощечина сорвала целую аферу, обнажила предательство, изменила судьбы. Для Марины этот случай стал началом новой жизни, более уверенной, зрелой и наполненной чувством ответственности. Иногда, проходя по пустым коридорам больницы, она все еще слышала в памяти тот резкий, громкий звук, хлопок, изменивший все. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.